Добрый день, друзья! Сегодня пересадим одну из новых моих орхидей. Это орхидея Катания. Я вам ее показывала. Приобрела я ее в октябре прошлого года. Мультифлора. Ссылку на видео, где я первый раз показывала вам эту орхидею, оставлю в правом верхнем углу экрана. И вот за эти месяцы орхидея отцвела. Вот видно, что был цветонос. И начала расти. Что я вам все время рассказываю? Орхидею нужно пересаживать тогда, когда она находится в вегетативном состоянии. То есть в состоянии роста. Что мы здесь видим? Корни от шеи. Она вырастила за это время вот этот большой лист и начала растить маленький. И в горшке видно растущие корни. Вот это самое время для пересадки орхидей. Неважно, за окном у вас зима, весна или осень, орхидея переходит в состояние роста. И тогда ее нужно пересаживать. Это, конечно, мое личное мнение, но если вам не сложно, напишите в комментариях, кто меня смотрит очень давно и перешли на пересадку орхидей вот в таком активном состоянии, орхидеи перестали гибнуть у них. Мне это пишут очень часто и в личных сообщениях, но обязательно делитесь этими сообщениями и под видео. Будет приятно почитать не только мне, но и моим подписчикам. Это же ваш опыт, и я надеюсь, что вы с удовольствием им поделитесь с нами. Ну, давайте приступим к пересадке. Вот из таких пластиковых горшков часто очень сложно достать орхидею, и я предпочитаю немного полить корни, для того, чтобы они стали более мягкими, не такими упругими и ломкими. А мы видим, что в горшке очень много корней. И если орхидею сложно вытащить из горшка, если вам не нужен этот горшок, можно его разрезать и безболезненно достать орхидею. Мне этот горшок не сильно нужен, но я сейчас попробую вот так, нажимая на горшочек. Корни от этого не треснут, не волнуйтесь. Сейчас, если так не получится, тогда буду разрезать горшок. Но вы видите, прирос корешок к горшку, и вот это видно более зеленое место. Вот я нажимаю, и видите, зелень ушла, значит, корень отделился от горшка. Вот для чего я нажимаю на горшок, чтобы проще было достать. И, конечно, не сжимаю его крепко, да, и это невозможно. Корней очень много. Вот сейчас еще раз попробую слегка потянуть. Внизу горшка очень большое сплетение корней. И, кстати, нужно отрезать все корни, которые проросли сквозь отверстия в горшке, но они, вот видите, совсем стали сухие, не нужны. Вот это сложно достать, поэтому вот здесь я стараюсь нажать как можно сильнее, потому что здесь продавить пластик невероятно сложно. Ну, не поддается орхидея. Ну, еще чуть-чуть попробую. Вот здесь и внизу с усилием. Пробую еще раз. Все аккуратно. Вот видите, все корни остались целые, ни один не сломался. Теперь нужно очистить корни от старой коры. Недавно задавали вопрос, использую ли я вот такую старую кору. Если кора не разложилась, вы можете ее промыть и использовать. И использую ли я старый керамзит.
Если было больное растение, то желательно, конечно, керамзит утилизировать. А если растение было здоровое, 2 раза кипячу керамзит, ну, то есть 1 раз кипячу, потом промываю водой и еще раз кипячу и использую повторно. Все налеты, которые бывают на керамзите, он же не впитывает ничего в себя. Поэтому все удобрения, которыми мы поливаем, и они не вымываются из грунта, остаются часто на керамзите. С процессом кипячения все это отходит, все переводится в воду. Поэтому керамзит можно использовать очень долго. И еще, конечно, я могу каждый раз вам при пересадке рассказывать, почему я теперь использую керамзит вместе с корой, но все равно этот вопрос задается уже на протяжении 1,5 лет. И каждый раз меня под видео, когда делаю пересадку, об этом спрашивают, потому что я сейчас работаю, и у меня очень мало времени осталось для ухода и для полива орхидей. Кто-то там написал, ответил на вопрос, что у меня больше 200 орхидей. У меня больше 300 орхидей. Поэтому я очень много времени трачу на полив, и у меня не получается. А работаю я по графику с 9 утра до 9 вечера. У меня бывают дни, когда я по 3-4 дня нахожусь на работе, и у меня нет возможности полить орхидеи каждые 2 недели. А в керамзите каждые 2 недели нужно поливать орхидеи. Даже летом бывает чаще. У меня просто нет времени на это. А кора, она все-таки впитывает в себя влагу. И когда я раз в 3 недели все-таки поливаю обязательно, то чуть дольше могу сделать перерыв между поливами. И только-то. Ну а то, что в керамзите у кого-то не цветет, а у кого-то цветет, в следующем видео постараюсь вам показать 3 разных горшка, в которых одинаково цветут орхидеи, и с корой, и с керамзитом, и с мхом. Цветение орхидей не зависит от грунта. Вообще. У меня была чудесная орхидея, да, она и сейчас есть. Попугай, которая у меня длительное время находилась просто в воде. И она прекрасно цвела на 2 цветоноса. Сейчас она уже не находится в воде, поэтому цветет все равно так, как ей хочется. Хочется, она цветет на 2 цветоноса, хочется на 1, хочется ей год отдохнуть, она не цветет. У орхидеи свои приоритеты для цветения. Мы им только можем чем-то помочь. Вот сейчас я дошла до торфяного стакана. Давайте перейдем все-таки к пересадке и освобождению корней от грунта. Грунта будет не так много, потому что почти половину занимает торфяной стакан. И я всегда вам говорю, что торфяной стакан, он не мешает жизни орхидеи. Вот он даже немножко влажный еще. Если вы не поливаете орхидею, не наливаете вот столько воды выше ее корней, то торфяной стакан просто дольше держит влагу. Если вы его просушиваете, с ним прекрасно растут орхидеи. Кстати, у меня до сих пор посажены орхидеи. После покупки посажены с торфяными стаканами. И та, и другая растут, цветут. Но, кстати, хочу вам сказать, одна из орхидей, у которой торфяной стакан там внутри, и она посажена в керамзит, она растет и цветет лучше, чем та, что посажена в коре. У нас на канале есть плейлист об орхидеях в торфяных стаканах. Постараюсь оставить ссылку на этот плейлист. Посмотрите, о торфяных стаканах я тоже рассказываю очень много. Просто повторяться не очень хочется. Ну, вот здесь я пытаюсь убрать торфяной стакан, но очень сложно, потому что много корней. Но корни я стараюсь не расплетать. При пересадке я могу вот так и оставить корни. Даже не буду опускать их в воду. Просто постараюсь все-таки торфяной стакан убрать.
Хотя делаю это по возможности. Там вам не видно, но вот основную часть торфяного стакана я сейчас уберу. Сейчас я сделаю экспериментальную посадку. Потом вам расскажу, как будет расти эта орхидея уже после этой посадки. Сейчас попробую отсюда добраться до торфяного стакана. Ну, в общем, что экспериментально? Потому что все так боятся этих пересадок, боятся затронуть корни, что-то там повредить. Даже если вы сломаете корень при пересадке, ничего страшного с орхидеей не случится. По возможности высыплю сейчас все, что высыпается. И все. И даже промывать корни не буду. А то иногда мне рассказывают, я сидела, расплетала эти корни целых там 2 часа. Вот когда вы расплетаете корни целых 2 часа, вы обязательно что-нибудь сломаете, повредите. Это не критично для жизни орхидеи. Но вы-то боитесь этого всего очень часто, особенно новички. Вот смотрите, вот так переплетены корни. Вот сколько смогла убрать. Грунт, торфяной стакан, кстати, грунт очень хороший у нее. То, что смогла, убрала. Что не смогла, уберу при следующей пересадке. Потому что орхидеи я пересаживаю каждые 3-4 года. И вот эти корни, с которыми сейчас я сделаю посадку, они погибнут через 3-4 года. И будут расти новые корни, воздушные, как мы их называем. Они все у орхидеи воздушные. Я об этом часто рассказываю и тоже оставлю ссылку на плейлист. Что я здесь только хочу как бы навести порядок в корнях и в листиках. Вот эти фласочные листья, вот это самые первые листики, которые начинают расти у орхидей. Они будут мешать, они там будут гнить, мешать, поэтому я сейчас аккуратно убираю эти листья. Сломанный лист, его тоже нужно убрать. Что у меня посадка будет выше. Теперь цветонос, который был, отрезаю полностью. Сухие корни, которые находятся сверху, кончики не дорезаю до живого. Ну, по крайней мере, стараюсь не дорезать до живого. Они уже сухие, расти дальше не будут. Не дорезаю, стараюсь не дорезать до живой ткани. Вот сухой корень совсем. Вот еще маленькие листья. И вот здесь под этим листом тоже есть сухие части корней. Все. Не буду промывать корни. Ничего не буду делать. Что такого я собралась сделать экспериментального? Вот так. Поставить орхидею и засыпать грунтом. Немного насыплю грунта в горшок, чтобы чуть выше стояла орхидея. Вот на такую высоту, которая мне нужна. Примеряю еще немножко. Вот мне нужно, чтобы вот так орхидея находилась в горшке. И насыпаю грунт.
Кора, мелкая кора с керамзитом. Обращаю ваше внимание. Мелкая кора с мелким керамзитом. Что же я собираюсь сделать экспериментального? Я вам часто говорю, что аминосил, гранулированный аминосил, я использую только для бульбовых орхидей. Ну, потому что бесполезно его использовать, если сажать в керамзит. Он просто вымоется моментально. А вот когда кора, он обязательно где-нибудь зацепится и останется. Так вот, сразу при посадке я хочу насыпать гранулированный аминосил. Так как корни у орхидеи еще влажные, поливать я ее сразу не буду. Сколько же нужно гранулок на такой горшок? Это горшок объемом 1,2 литра. Смотрите, вот корни орхидеи. И я по краю горшка кладу 6 маленьких гранулок. И продолжаю насыпать грунт. То есть я засыпала грунтом 2/3 горшка, потом положила гранулки, они опустятся еще чуть ниже, пробегут там между керамзитинок и корой. И теперь закрываю все корни. И гранулы не должны соприкасаться с корнями фаленопсиса. Потому что гранулы, они очень концентрированные и могут сжечь корни фаленопсиса. Бывало такое, кто-то насыпал прямо столовую ложку, и, конечно, для корней фаленопсиса это очень-очень много. Пусть будет вот так. Хотя, могу вам сразу сказать, можно было посадить и глубже. Ну, как получилось, так и получилось. Пересаживать не буду. Теперь, что я буду делать дальше? Сейчас я положила гранулы. И первый полив я буду делать просто чистой водой. А второй полив, ну, как мы всегда прекрасно знаем, что мы поливаем только после того, как просохли корни, второй полив я буду делать жидким аминосилом. Это наш с вами очередной эксперимент. То есть жидкий это в бутылочке вот такой. Производитель утверждает, что при пересадках очень хорошо адаптируются орхидеи, когда сначала идут гранулы, потом жидкий аминосил. И второй полив я буду делать жидким аминосилом, так как написано на упаковке. А потом, как обычно, буду сочетать и аминосил, и другие удобрения. Ну и посмотрим, как орхидея будет себя чувствовать и как она зацветет уже следующей осенью, скорее всего, потому что все равно адаптация орхидеи нужна, но вы видите, что она очень сильная, мультифлора, не крупная орхидея. Мои постоянные подписчики, которые со мной уже 7-й год, они прекрасно знают, что я очень люблю маленькие орхидеи, не огромные цветы, а вот такие лапушки, маленькие орхидейки. У меня их очень-очень много. Вот вы и здесь можете увидеть. У меня очень много мультифлор. Помельче, покрупнее. Вот. Это мои любимые орхидеи. И это одна из них. Катания. Кстати, она ароматная. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.